Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов. Кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. На крупнейший мегаполис Пакистана, Карачи, в ночь с 18 на 19 марта обрушились сильные ливни и шквалистый ветер, скорость которого достигала 90 км в час. По официальным данным, в результате разгула стихии погиб по меньшей мере 21 человек, еще десятки жителей получили ранения различной степени тяжести. Наиболее трагический инцидент зафиксирован в густонаселенном районе Ландхи, где под напором ветра и потоков воды обрушилась ветхая стена, погребя под собой людей, пытавшихся укрыться от дождя. Аналогичные случаи обрушения крыш и стен произошли в районах Малир и Пхайнс-Колони, унеся жизни нескольких человек. Кроме того, зафиксирована гибель одного жителя от прямого удара молнии. Штормовой фронт нанес колоссальный урон городской инфраструктуре. По всему Карачи повалены сотни деревьев и рекламных щитов, оборваны линии электропередач, основные транспортные артерии оказались заблокированы водой и мусором. Особенно сильно от стихии пострадали бедные кварталы, где плотная застройка и плохое состояние зданий сделали жителей беззащитными перед ударом ветра. Власти провинции Синд ввели чрезвычайный режим, призвав население категорически избегать выходов на улицу и поездок без крайней необходимости. По прогнозам Метеорологического департамента Пакистана, нестабильный атмосферный фронт сохранится в регионе в ближайшие дни, угрожая новыми затоплениями, что значительно осложняет проведение поисково-спасательных операций и расчистку завалов. Циклон Нарелл ударил по полуострову Кейп-Йорк в австралийском штате Квинсленд. Скорость ветра в эпицентре достигает 222 км в час, а при порывах все 268. Зарегистрирована высота волна у побережья 10,6 метров. Циклон продолжает двигаться в западном направлении вглубь полуострова со скоростью 27 км в час. В эпицентре стихии находится небольшой город Коэн. Ожидается, что тропический циклон принесет от 200 до 450 мм осадков за сутки, что неизбежно приведет к масштабным наводнениям, учитывая, что почва в регионе уже переувлажнена после дождей в начале марта. Власти штатов уже провели эвакуацию наиболее уязвимых районов и закрыли школы. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться в убежищах. Регион Эль-Касим в центральной части Саудовской Аравии стал ареной столкновения атмосферных фронтов, принесших в города Эр-Рияд, Эль-Хабра и Бурайда редкое сочетание природных явлений. Мощная песчаная буря, поднятая сильным ветром, который дул со скоростью более 80 км в час, за считанные минуты накрыла жилые кварталы плотной стеной пыли, снизив видимость до нулевых отметок и парализовав движение на дорогах региона. Вслед за пылевым фронтом на город Эр-Рияд-Эль-Хабра обрушилась интенсивная гроза, сопровождавшаяся аномально крупным градом. Огромное количество ледяных осадков в сочетании с проливным дождем превратило пустынные ландшафты в заснеженные равнины, а городские улицы в бушующие потоки. Град нанес значительный ущерб, зафиксированы массовые повреждения автомобилей, обрывы линий электропередач и разрушение сельскохозяйственных теплиц. Национальная метеорологическая служба Саудовской Аравии ввела красный уровень опасности, призвав жителей не покидать укрытия из-за риска внезапных паводков в низинах и опасности падения конструкций под напором ветра. Муниципальные службы Эль-Касима переведены в аварийный режим для ликвидации последствий непогоды. В отдаленном горном районе Кхотанг на востоке Непала произошел серьезный авиационный инцидент с участием гражданского вертолета «Еврокоптер». Воздушное судно находилось на заключительном этапе захода на посадку, когда по неустановленным на данный момент причинам произошла авария, приведшая к значительному повреждению вертолета.
На борту находились 6 человек, включая пилота и 5 пассажиров. Все находившиеся на борту люди выжили и были оперативно эвакуированы из зоны происшествия. По официальным данным авиационных властей Непала, лишь 1 человек получил незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни. Остальным была оказана необходимая психологическая помощь. Район инцидента характеризуется сложным рельефом и переменчивыми метеоусловиями, что традиционно осложняет полеты малой авиации в этой части страны. Управление гражданской авиации Непала уже инициировало создание специальной комиссии для расследования причин аварии, рассматривая версии технической неисправности двигателя в момент приземления и внезапного порыва воздушного потока. В бразильском городе Маракаджу в штате Мату-Гроссу-ду-Сул произошло масштабное наводнение, вызванное экстремальными тропическими ливнями. Всего за несколько часов на город обрушилось 120 миллиметров осадков, что привело к мгновенному затоплению сразу нескольких крупных районов Камбараи, Ипанема, Форталеза, Вилла-Жукита, Центро и Гуанабара. Стихия застала врасплох жителей. Потоки воды хлынули в коридоры государственной школы прямо во время учебного процесса, а также затопили торговые залы крупного оптового супермаркета и сотни частных жилых домов. На федеральной трассе BR-267 на подъезде к кольцевой развязке поднявшийся уровень воды заставил водителей остановить движение и спровоцировав многокилометровую пробку. Мэр города, комментируя ситуацию, подчеркнул, что беспрецедентный удар стихии ощутил на себе каждый житель без исключения и объявил о введении экстренных мер для скорейшей ликвидации последствий. Для пострадавших, чьи дома стали непригодны для проживания, власти развернули пункт временного размещения. В пострадавших районах ведутся работы по откачке воды. В то же время метеорологи предупреждают о продолжении дождей в регионе. В городе Стила, в провинции Реджио-Калабрия, в непосредственной близости от знаменитой византийской церкви католика Ди Стила, сошел оползень, вызванный затяжными дождями. Массив земли обрушился на жилой сектор, задев частный дом и зону парковки, где под напором грунта рухнула каменная подпорная стена, погребя под собой припаркованные рядом автомобили. По счастливой случайности, в момент инцидента в зоне обрушения не оказалось прохожих, что позволило избежать человеческих жертв. Район в целях безопасности перекрыт. Жители пострадавших зданий не получили травм. Департамент Санта-Крус в Боливии столкнулся с катастрофическими последствиями экстремальных ливней, которые спровоцировали масштабные наводнения в муниципалитетах Епакани и Сан-Карлос. Стихийное бедствие нанесло сокрушительный удар по инфраструктуре региона, парализовав работу жизненно важных объектов. В муниципалитете Епакани, в главной больнице, паводковые воды затопили операционный блок, родильное отделение и центр стерилизации, что привело к вынужденной остановке оказания экстренной медицинской помощи и эвакуации пациентов. Разгул стихии не пощадил и сельские районы, где бурлящие потоки воды разрушили несколько мостов и размыли дороги, фактически отрезав десятки общин от внешнего мира. Аграрный сектор региона понес колоссальные убытки из-за затопления обширных сельскохозяйственных угодий. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной мобилизации ресурсов и координации спасательных работ. Бригады экстренного реагирования совместно с волонтерами пытаются восстановить сообщения с изолированными поселками и проводят откачку воды из затопленных объектов. Метеорологи предупреждают о сохранении сложной метеообстановки над восточными равнинами Боливии. Республика Малави столкнулась с затяжными проливными дождями, которые привели к катастрофическим наводнениям по всей стране. По официальным данным Департамента по управлению катастрофами, стихия уже унесла жизни 13 человек, а общее число пострадавших превысило 10 тысяч домохозяйств. Основной удар пришелся на прибрежные районы озера Малави и южные низменности, где наиболее сложная ситуация зафиксирована в округах Нхотакота и Салима. Там зафиксированы массовые разрушения
разрушение жилого фонда и объектов инфраструктуры. Также серьезно пострадали округа Мангочи, Мванза и Муланжа. Особую тревогу у гидрологов вызывает состояние самого озера Малави. Уровень воды в нем резко поднялся, достигнув критической отметки. В попытке спасти прибрежную инфраструктуру от полного затопления, власти начали экстренный регулируемый сброс воды через плотину Камузу в Ливонде в округе Мачинга в русло реки Шире. Эти меры, необходимые для стабилизации уровня озера, создали дополнительные риски масштабных наводнений в низовьях реки, особенно в округе Чиквава, где под угрозой оказались тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Массовое перемещение населения во временные лагеря в условиях дефицита чистой воды и антисанитарии создало угрозу вспышек инфекционных заболеваний. Правительство Малави совместно с международными гуманитарными организациями ведет работу по доставке медикаментов и продовольствия в отрезанные водой районы, однако сохраняющиеся дожди значительно осложняют проведение спасательных операций. В штате Мэн районы Хауленд и Максфилд на реке Пискатакуис пострадали от ледяного затора, который спровоцировал стремительный подъем уровня воды, вызвал затопление прибрежных жилых участков и подтопление основных транспортных артерий. Опасные дорожные условия заставили власти полностью перекрыть данное направление для движения транспорта. В пострадавших населенных пунктах развернута масштабная спасательная операция. Подразделения пожарной охраны и экстренных служб проводят подомовой обход, оказывая помощь в эвакуации жителей из зон прямого затопления. Для размещения пострадавших в общественном центре Хауленда организован пункт временного пребывания, где люди могут получить горячее питание и необходимую помощь. По официальным данным, жертв нет. Специалисты ведомства по чрезвычайным ситуациям призывают граждан категорически избегать затопленных территорий и не приближаться к береговой линии до полного спада уровня воды. Южноафриканская метеорологическая служба ввела режим повышенной готовности в связи с мощным грозовым фронтом, охватившим значительную часть территории страны. Наиболее сложная метеообстановка сложилась в провинциях Лимпопо, Гаутенг и Мпумаланга, где сформировались малоподвижные суперячейковые системы, способные вызвать катастрофические локальные подтопления и повреждения инфраструктуры. Пока северные регионы готовились к удару стихии, провинция Восточный Кейп уже столкнулась с разрушительными последствиями шторма. Сильный град за считанные минуты покрыл автомагистрали и пастбища плотным белым слоем. Ледяные осадки в сочетании с тропическими ливнями привели к подъему уровня воды в местных реках, создав угрозу размыва мостов, и затопили прибрежные фермерские хозяйства. Из-за скользкого покрытия и скопления ледяных масс в низинах временно оказались заблокированы дороги. Власти штата настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в ночное время и избегать пересечения мостов в низинах во время гроз, так как интенсивность грозовой активности в восточных и центральных районах ЮАР, по прогнозам метеорологов, сохранится на высоком уровне в течение ближайших нескольких суток. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.